Конструктор шаблонов предоставляет возможность создавать динамические маски по объектам, распознанным с пользовательской фотографией. Это открывает широкие творческие возможности в создании самых разных шаблонов с использованием фигур. Динамическая маска для графического слоя будет индивидуально построена в зависимости от контура фигуры на фотографии. Можно инвертировать динамические маски, а также можно к одному графическому слою применить несколько динамических масок, построенных по нескольким областям вписывания, сочетая динамические маски друг с другом в разных режимах. На основе заготовки, которую можно скачать на сайте прямо под этим видео, создадим простейший шаблон с динамической маской по фигуре. Результат обработки фотографии нашим шаблоном будет выглядеть вот так. Обратимся к PSD документу. Он состоит из одной области вписывания типа рамка, поверх которой находится графический слой с блендингом и определенной непрозрачностью. Установленная на нем маска нужна исключительно для примера, и в результирующем шаблоне мы ее проигнорируем, поскольку в конструкторе шаблонов для графического слоя будет строиться своя динамическая маска, в зависимости от контуров фигуры на загружаемой фотографии пользователя. Перейдем в конструктор шаблонов и перечитаем PSD документ. Обратимся к контекстному меню графического слоя. Кстати, открыть редактор динамических масок можно тремя разными способами. Через контекстное меню выбранного графического слоя, выделив нужный графический слой и выбрав соответствующий пункт меню слой в конструкторе шаблонов, выделив нужный графический слой и выбрав соответствующий пункт в блоке детализации под списком слоев. Перед нами открылся редактор динамических масок с единственной областью вписывания. Выберем ее. Тип маски оставим без изменений. Также поставим галочку напротив строчки «Игнорировать маску слоя, заданную Photoshop», так как в PSD документе у нас была примерочная маска на графическом слое, а сейчас маска будет строиться динамически, в зависимости от контура фигуры. Подтвердим изменения и обработаем несколько тестовых фотографий. Обратите внимание, что динамическая маска графического слоя изменяется в зависимости от контура фигуры на пользовательской фотографии. Отлично, нам удалось добиться необходимого результата. Рассмотрим шаблон, в котором имеется две области вписывания типа фигура с кадрированием. Они расположены так, что имеют площадь взаимного перекрытия. Сделаем шаблон с наложением динамических масок друг на друга на основе заготовки из архива, скачанного под этим видео на сайте конструктора шаблонов. Структура заготовки шаблона в PSD документе довольно проста. Графический слой с блендингом и непрозрачностью, а также примерочной маской, и два смарт-объекта области вписывания с кадрированием по границам фигуры. Они расположены каждый с некоторым поворотом и наложением друг на друга. Завершает структуру шаблона слой фона. На результирующем изображении графический фон видно на обеих фигурах. Это говорит о том, что он учитывает динамические маски сразу с обеих областей вписывания. Перейдем в конструктор и перечитаем PSD. Теперь обратимся к параметрам применения динамических масок для нашего графического слоя. В редакторе динамических масок мы видим обе области вписывания. Поставим галочку напротив каждой из них, а также поставим галочку для игнорирования маски слоя в PSD документе. Остальные настройки оставим как есть. Подтвердим изменения и попробуем обработать несколько тестовых фотографий. Как видите, результат получился не таким, как мы ожидали. Графический слой проявился только на месте пересечения областей вписывания. Давайте разберемся, почему так получилось. Конструктор шаблонов поддерживает разные режимы наложения динамических масок. Давайте разберемся в том, как они работают на примере показанных масок. Цветовой режим масок определяется в градациях серого, где для каждого пикселя имеется числовое значение от 0 до единицы. Более светлым участкам соответствует значение, стремящееся к единице, а более темным – стремящееся к нулю. В цветных выносках вы можете видеть значения в градациях серого для определенных частей масок. Разберем подробнее работу режимов наложения масок на примере режима умножения. В этом режиме числовое значение цвета каждого пикселя маски 1 умножается на значение этого же пикселя в маске 2. На основании полученных вычислений строится новая маска. Результат наложения динамических масок в режиме умножения выглядит следующим образом. Как уже говорилось ранее, в цветовой схеме в градациях серого нулю соответствует значение, стремящееся к черному цвету, то есть прозрачной маске. Это означает, что все прозрачные области вокруг динамической маски 1 и динамической маски 2 равняются нулю.
А как известно из курса арифметики, произведение любого числа на 0 дает 0. Поэтому в результирующей маске видно только те области, где обе исходные маски имеют пересечение ненулевых значений. А именно любой цвет из градации серого, отличный от прозрачного. Напротив, в местах, где ненулевые значения одной маски были умножены на нулевые значения другой, мы получили прозрачность. В результате наложения масок в режиме сложения, в каждом пикселе маски ее цвет суммируется. В отличие от умножения, где результат умножения любого числа на 0 будет равняться нулю, при сложении чисел, значение одного из которых будет равняться нулю, получится не нулевой результат. Если же результат сложения больше единицы, то в итоговой маске будет ровно единица. Для выбора правильного режима наложения масок вам достаточно интуитивно понимать их работу, чтобы выбрать подходящий для вашей задумки режим. Больше подробностей про особенности работы разных режимов наложения можно узнать, перейдя по ссылке под этим видео. Итак, в нашем проекте для динамических масок по умолчанию установлен режим умножения. Именно поэтому мы получили результат, отличный от ожидаемого. Маски накладываются последовательно. Так, на динамическую маску, построенную по первой в списке области вписывания, накладывается вторая с указанным режимом. На первую и вторую, в свою очередь, накладывается третья с указанным режимом. И так далее. В этой связи не принципиален режим наложения для динамической маски, построенной по первой области вписывания, так как она сама по себе ни на что не накладывается. Поэтому укажем для динамической маски, построенной по второй области вписывания, режим наложения сложения. Подтвердим изменения и обработаем несколько тестовых фотографий. В итоге, воспользовавшись режимом наложения масок сложения, нам удалось достичь ожидаемого результата. Мы желаем вам творческих успехов и спасибо за внимание.